Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я вас рад видеть у себя в гостях. И сегодня я хочу вам рассказать об одной самой известной и жуткой игре под названием Мистер Микс. Но перед тем, как мы начнем, подпишитесь, поставьте лайк, нажмите на колокольчик, расскажите о моем канале своим друзьям и положительно прокомментируйте. Устраивайтесь поудобнее, наливайте чаек с лимончиком и погнали! Будет очень интересно. Мистер Микс – компьютерная игра, предназначенная для детей. Главная цель заключается в том, что игроку нужно ввести определенные слова, указанные на экране. В данном случае тематика игры – это кулинария, а словами выступают названия продуктов питания, не подчиняется константам особых файлов. История была в основном рассчитана на печатание слов, что-то вроде «Марио учит писать». Здесь вы должны ввести слова в окно, чтобы шеф-повар положил ингредиенты в миску. Однако, в отличие от большинства игр на печатание слов, это печально известно своей безумной сложностью. На каждом уровне имелся счетчик слов в минуту, от 10 слов на первом уровне до целых 85 на третьем. К пятому уровню от вас уже требовали более 500 слов, что фактически делало невозможным продолжать игру. Музыкальное сопровождение игры. В этой игре было очень жуткое музыкальное сопровождение, которое могло лишить слуха человека или сломать колонку. На первом уровне была жуткая система рыгов, во время прохождения становящаяся все громче и громче, что зачастую приводило к повреждению тогдашних звуковых колонок, которые не были предназначены для обработки очень высокой громкости. На втором уровне не было никаких звуков. На третьем же уровне было иное сопровождение, здесь была слышна тихая работа фена. А на четвертом и пятом уровнях были очень громкие звуки, которые могли повредить барабанные перепонки. Дизайн игры выглядел следующим образом. Другой весьма странной частью игры был дизайн самого Мистера Микса. Сам главный герой был нарисован криво. Это был большой, круглолицый, толстый человек с большими глазами-бусинками и красными пятнами на щеках. Большинство детей, которые играли в эту игру, сообщали о ярких кошмарах, где Мистер Микс говорил с ними тихим, скрипучим голосом и угрожающе предупреждал молчать о чем-то. Однако ни один из них не мог точно вспомнить, о чем именно. Один психолог, который видел много жалующих на игру детей, замечал ужас на их лице, когда они рассказывали подробности этих кошмаров. Многие дети в процессе рассказа не выдерживали и плакали, прося родителей спасти их. Тем не менее, не все кошмары с Мистером Миксом имели прямое отношение к самой игре, так как побочные эффекты бывали разные. По понятным причинам продажи игры не были очень высокими. Она оставалась в относительной безызвестности, пока несколько лет назад не попала в руки группы компьютерных хакеров, которые начали копаться в ней. Как же добрались пользователи до 6-го уровня? Используя программу взлома памяти, люди смогли взломать код игры и обойти непроходимый 5-й уровень. То, что они обнаружили, однако, было очень жутким и заставило многих из них прекратить исследование. 6-й уровень был сильно искажен, вся игра переходила в режим негатива. В 6-м уровне нам надо было вводить слово «baby». Если мы введем это слово, то нам покажутся 3 страшные фотографии. Первая фотография – это человек, у которого в целостности остались только ноги. Второе фото – это исхудалый человек, который не ел более недели или анорексик. И третье фото – изображен человек с гнойными глазами. Согласно отчетам, написанным хакерами, игра ведет себя очень странно, если обойти 5-й уровень. Она внезапно вылетает и закрывается, создавая в пользовательском каталоге System32 кучу файлов, почти полностью заполняющих оперативную память компьютера. Этими файлами, как сообщается, были фотографии людей с ужасно деформированными лицами, порванными в нескольких местах наружным слоем кожи, практически кричащими от боли и огноли и начинающими плакать кровавыми слезами. Если пользователь попытается удалить эти файлы, компьютер выдаст синий экран, сразу же нанеся жесткому диску пользователя непоправимый ущерб. Хакеры обнаружили, что это было вызвано одним байтом в ПЗУ игры, который срабатывал при завершении 5-го уровня. После удаления этого байта они смогли приступить к 6-му и последнему уровню. К сожалению, все участвующие хакеры отказались обсуждать то, что они там увидели. Все они стали чрезвычайно параноидальными и замкнутыми, отказывались говорить о чем-либо связанном с игрой и показывали крайние симптомы посттравматического стрессового расстройства. Большинство из них через неделю потеряли способность связно выражаться, и в течение месяца все они пропали без вести. Все остальные копии игры были уничтожены. Однако в сети есть ссылка, по которой можно скачать игру. По сети никто не знает, что же такого было в игре, причинившего столь огромный психологический ущерб. Может быть, это и к лучшему.
Существует также продолжение истории. 2 года спустя после вышеописанных событий некий мужчина был арестован за попытку украсть 8-летнюю девочку из продуктового магазина. Последствием взятия ДНК и отпечатков пальцев мужчина был опознан в качестве одного из хакеров, взломавших финальный уровень игры Mr. Mix. На нем был белый колпак шеф-повара, а на лице читалась невыразимая злоба и безумие. На допросе он сказал только одно: «Я Мистер Микс». Давайте подведем небольшой итог. Лично у меня сложилось такое мнение, что игра была создана каким-то программистом, который хотел сделать так, чтобы эта игра имела высокие продажи, но при этом сохранила свойства крепоты. Все вот эти вот 3 фотографии, 6 и 5 уровни, причем 6 можно было открыть, обойдя 5 уровень и удалив оттуда, как было сказано в отчете хакеров, 1 байт в ПЗУ игры. У меня такое личное мнение сложилось. А ваше мнение напишите, пожалуйста, в комментарии. Мне будет очень интересно почитать ваше мнение насчет данной игры. На этом видео подходит к концу. Каждому из вас говорю огромное спасибо за просмотр данного видео. Слушайтесь маму, мойте руки с мылом и будьте самыми клевыми, а значит оставайтесь сами собой. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, рассказывайте о моем канале своим друзьям, делитесь этим видео в других социальных сетях и оставляйте ваш положительный комментарий. Также не забудьте подписаться на меня в других социальных сетях и по возможности поддержать канал донатом. Все ссылочки будут в описании под этим видео. На этом я заканчиваю. Всем пока, спасибо за внимание.